Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить связать вот такого красивого пупса с соской в шапке с бубоном. Он небольшого размера, шапка снимается. И вот такая красивая игрушка у нас сегодня с вами получится. Игрушку я буду вязать пряжей Yarn Jeans. Буду использовать белый цвет. Для тела вот такой персиковый, это 73 номер. И ярко-розовый, это 59 номер. Вязать крючком буду номер 2. А также буду использовать глазки на безопасном креплении голубого цвета 10 миллиметров. Начнем вязание с головы. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо будем ввязывать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь это кольцо стягиваем. Там мы провязали с вами первый ряд. Теперь будем вязать второй ряд. Теперь в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Это мы с вами провязали второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду мы в первый столбик провязываем 1, а во второй провязываем 2. Делаем прибавление. И так чередуем до конца этого ряда. 1 столбик, следующий прибавление. И в третьем ряду у нас будет 18 столбиков. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду мы провязываем 1 столбик, второй столбик, а в третий делаем прибавление. 1, 2. И снова так чередуем: 1 столбик, второй столбик, а в третий прибавление. И в четвертом ряду у нас в конце будет 24 столбика. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы провязываем 1 столбик, второй столбик, третий, а в четвертый делаем прибавление. 1, 2. И так чередуем до конца ряда. 3 столбика, в четвертое прибавление. В пятом ряду у нас будет 30 столбиков. Вяжем шестой ряд. В шестом ряду провязываем 1 столбик, второй, третий, четвертый, а в пятый прибавление 1, и сюда же провязываем 2. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика в пятое прибавление. И в этом ряду у нас будет 36 столбиков. Вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, а в шестой прибавление. 1, 2. И так чередуем до конца ряда. 5 столбиков в шестой прибавление, и в этом ряду будет 42 столбика. Вяжем восьмой ряд. В восьмом ряду провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6
и в 7 прибавление 1, 2. И так вяжем до конца ряда 6 столбиков в 7 прибавление. В этом ряду у нас будет 48 столбиков. Теперь вяжем 9 ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 провязываем прибавление 1 и 2. И так до конца ряда 7 столбиков в 8 прибавление. В этом ряду у нас будет 54 столбика. Теперь с 10 по 15 ряд мы будем провязывать по 54 столбика в каждом ряду. Провязываем эти ряды самостоятельно. Провязали 15 рядов. И вот я отметила, что между 13 и 14 рядом будут располагаться глазки. И теперь начинаем вязать 16 ряд. В 16 ряду нам нужно провязать 20 столбиков. 1, 2, одену маркер, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Теперь будем делать после 20 столбиков столбик и прибавление. Это будем повторять 3 раза. Провязываем столбик. Теперь прибавка. Это 1 раз. Снова столбик. Прибавка. Это 2 раз. И столбик. Прибавка. Это 3 раз. И сейчас мы маркером отметим то место, где у нас начались эти прибавки. Вот у нас была прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка и столбик. И вот здесь отмечаем маркером. Это для того, чтобы было понятно, где мы делаем щечки у нашей игрушки, и между ними будем располагать глазки. Теперь провязываем 2 столбика. 1, 2. И далее снова повторяем 3 раза столбик и прибавка. Вяжем столбик, прибавление, столбик, прибавление, столбик и прибавление. И здесь тоже мы отметим маркером этот столбик. И вот здесь, где мы отметили, здесь у нас были прибавки, и между ними будем располагать в дальнейшем глазки. И теперь до конца ряда довязываем 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. В итоге в 16 ряду у нас получилось 60 столбиков. Теперь 17 и 18 ряды мы будем провязывать по 60 столбиков.
Провязываем эти два ряда самостоятельно. Вяжем 19 ряд. Снова провязываем 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. А теперь будем делать 3 раза, повторять столбик убавления. Вяжем 1 столбик и делаем убавление. Это 1 раз повторили, столбик, убавление. Это 2 раз. Сейчас перевяжу 1 и 3 раз, столбик, убавление. Теперь вяжем 2 столбика, 1, 2. А теперь снова будем делать убавление. Столбик, убавление, столбик, убавление, столбик, убавление. Вот мы их расположили напротив щечек. И довязываем до конца ряда 20 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. И в итоге в 19 ряду у нас получилось 54 столбика. Вяжем теперь 20 ряд. В 20 ряду нам нужно провязать 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После 7 столбика провязываем убавление. И так вяжем до конца ряда 7 столбиков убавления, и в 20 ряду будет 48 столбиков. Вяжем 21 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 столбика делаем убавление. И так вяжем до конца ряда 6 столбиков убавления. И в этом ряду будет 42 столбика. Вяжем 22 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5 столбика делаем убавление. И так чередуем до конца ряда 5 столбиков убавления. И в 22 ряду будет 36 столбиков. Вяжем 23 ряд. В 23 ряду провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И после 4 столбика делаем убавление. И так вяжем до конца ряда. И в этом ряду у нас будет 30 столбиков. Теперь будем располагать глазки. Вот у нас маркером отмечены щечки, и между ними мы будем располагать глазки.
между 13 и 14 рядом, вот маркер. И между глазками будет 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь вот убираю булавку одну и второй глазик. Теперь маркеры можно будет убрать, а также можно наполнять голову игрушки наполнителем. Пока есть отверстие не очень маленькое, наполняем игрушку. И так формируем, чтобы у нас вот в нашей игрушке были заметные щечки. Вяжем 24 ряд, провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, и после третьего столбика делаем убавление. И так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас будет 24 столбика. Вяжем 25 ряд. В 25 ряду провязываем 1 столбик, 2 столбик, и после второго столбика провязываем убавление. И так вяжем до конца ряда. И в этом ряду у нас будет 18 столбиков. И вот такая голова у нас получилась. После 25 ряда мы ниточку отрезаем. А теперь будем вязать вот такую соску-пустышку. Первый большой круг будем вязать из розовой пряжи. Сделали кольцо амигуруми, воздушная петля, и в это кольцо провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик мы провязываем по одной прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков. И вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем столбик, а во второй прибавление. Это у нас 3, 4, 5, 6 с прибавлением, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Так мы довязали третий ряд. После третьего ряда отрезаем нить немножечко подлиннее, для того, чтобы можно было пришить к голове игрушки. И большой кружок мы связали. Теперь будем вязать маленький кружок. Он вяжется с белой пряжи. Для этого снова делаем кольцо. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем. Соединяем соединительным столбиком. И теперь по кругу будем обвязывать соединительными столбиками. 1 столбик,
второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И еще один, чтобы замкнуть этот ряд. Вот мы провязали маленький кружочек, а теперь сделаем вот такой вот хлястик, такое вот кольцо на пустышке. Для этого мы набираем цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И с параллельной стороны вот мы ее присоединим. Я развернула так наизнанку, так будет удобней. Вот присоединили и тоже отрезаем нить подлиннее, для того, чтобы можно было потом эту деталь пришить. С изнанки этот хвостик отрезаем. И теперь одну деталь маленькую налаживаем на большую и белой пряжей пришиваем к розовому кольцу. И сейчас сделаем утяжку для глазок. В самом низу вот я прокалываю иголку. Для начала я отрезала нить в тон тела игрушки и буду выводить иголку под самым вот глазиком. Это у нас первая наша точка. И хвостик вот я оставляю. Теперь прокалываю ниточку, так буду проводить под глазиком и прокалываю сверху над глазиком и вывожу над вторым тоже сверху. Протягиваем нить. И в этом глазику тоже делаю прокол под самым глазиком. И вывожу иголку внизу. Но не в той самой точке, а через один столбик, так чтобы оно было в принципе рядышком. Вот как вы видите, рядышком, но разделяется вот столбиком. Теперь можно достать иголку и теперь будем вот подтягивать. И вот подтянули, как вы видите, сделали утяжку для глазок. Вот сформировались щечки. И здесь делаем 2 узелка и выводим в центр ниточку. Вот так вот потянули, припосадили еще так чуть-чуть глазки. И вот так сформировалось лицо у нашего пупса. После того, как сделали утяжку вот на лице, теперь отмечаем, где будем вышивать носик. Вот сразу, как вы видите, под глазками возьмем 1, 2, 3 столбика и берем нить цвета кожи у игрушки. Убираем первую иголочку, прокалываем. И там, где вторая, тоже убираем и прокалываем. Вот такая у нас петелька получилась. В эту петелечку пропускаем нашу нить,
подтягиваем так аккуратно. И сейчас мы этот хвостик, этот вот узелочек спрячем. И снова возвращаемся. И таких стежков мы будем делать 3, может 5. Сейчас будем смотреть. И вот этот узелочек вот сейчас мы спрячем. Вот мы его спрятали. Это мы сделали один стежок. Сейчас будем делать второй. Ниточку стараемся сверху пролаживать, чтобы она ложилась ровно. Это мы сделали второй стежок. И сейчас наложим третий. Прокалываем. Подтягиваем все ниточки. И можно сделать еще один стежок. Сейчас немного так подровняем. Так, здесь. И сделаем еще один стежок. И будем теперь выводить иголку вниз головы. Протягиваем. Тоже смотрим, чтобы ровненько все легло. И все, и вот красивый носик получился. Такой вот носик. А вот эти вот ниточки мы свяжем с ниточками, которые вот делали утяжку. Мы их спрятали, тоже вовнутрь вывели и завяжем. Теперь будем вышивать вот такие реснички черной пряжей. Для вышивки ресничек я беру пряжу Yarn Arn Canaris, черную пряжу. Вот она такая тоненькая. Я уже булавками отметила, где у меня будут располагаться 3 реснички. Вот ровно посередине глазика прокалываем первую ресничку и в петельку пропускаем иголку. И снова также ее подтягиваем, чтобы не было заметно. Теперь вот проколола вверх, убрала булавку. Возвращаемся в первую точку и будем прокалывать третью ресничку. Вот там, где иголочка, третью убираем. И вот у нас получилась третья ресничка. Нитку я вывожу ко второму глазику. Так, вот попали в точку. Как вы видите, вот 3 реснички вышито. И теперь со второй стороны так же само вышиваем 3 реснички. После того, как вышили реснички, нитку выводим тоже вниз головы. И эти все ниточки мы потом свяжем. Теперь берем пустышку
Тоже можно взять булавочки, прикалываем булавочками. Вот так прикололи, зафиксировали. И теперь по кругу можно пришивать пустышку к голове игрушки. И вот так пришили пустышку. Все ниточки вот мы между собой связали и обрезали. А теперь будем вязать вот такую шапочку с белой и розовой пряжи. Сразу начинаем с белой, потому что будем вязать вот как бы резинку на шапке. Для этого мы взяли белую пряжу и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь в четвертую воздушную петлю 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем 1 столбик, следующую второй столбик. Теперь будем вязать третий столбик и четвертый. Всего с воздушными петлями у нас получается 5 столбиков. Теперь делаем 3 воздушных, 2, 3, и будем вязать поворотными рядами. И тоже провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Снова 3 воздушных, 1, 2, 3, повернули вязание и 4 столбика. И вяжем такое ленточное вязание. И в ходе того, как будете вязать, будем прилаживать вот к голове игрушки и смотреть, сколько рядов нам еще нужно довязать. Вот я связала ленту, резинку для шапки, у меня получилось 27 рядов поворотных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 рядов. Теперь нам нужно его замкнуть в кольцо. Слаживаем пополам. И теперь соединительными столбиками будем провязывать одну деталь и вторую. И захватываем вот соединительным столбиком. Теперь второй столбик и со второй стороны соединительным прошли. Третий, четвертый и пятый. Все, вот так вот мы сшили нашу деталь. И теперь нить можно обрезать. И будем теперь навязывать сверху резинки розовой пряжей шапку. После того, как связали вот белую резиночку для шапки, теперь будем обвязывать. В этой игрушке у меня желтая шапка, потому что желтая одежда. А то, что мы вяжем с вами, будет розовая. Берем розовую пряжу и привязываем ее сзади, там, где мы сделали шов.
И поднимаемся 1, 2, 3 воздушные петли сделали для подъема. И теперь будем провязывать столбика по кругу столбиками с накидом. И получается, в каждый горизонтальный столбик мы будем провязывать по 2 столбика розовых. И вот так вяжем по кругу. До конца этого ряда. Вот провязали мы с вами первый ряд розовым цветом. И он у нас получился на 54 столбика с накидом. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду делаем для подъема 3 воздушных петли. И в каждый столбик предыдущего ряда тоже провязываем по одному столбику. И в итоге у нас тоже получится 54 столбика. И вяжем их самостоятельно. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду для подъема сделали 3 воздушные петли. И провязываем 12 столбиков. Воздушные петли считаем как 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. После 12 столбика делаем убавление. Вот довязали, но не до конца, и сделали второй столбик, и теперь с одной общей вершиной провязали 2 столбика. И так вяжем до конца ряда 12 столбиков и 1 убавление. Теперь вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду для подъема сделали 3 воздушных петли и провязываем еще, это был у нас 1 столбик, это второй, 3, 4, 5, и после 5 столбика провязываем убавление: 1 столбик, второй столбик. Вот сделали мы убавление. И снова так повторяем, вяжем 5 столбиков после 5 убавления. И так до конца. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду набираем 3 воздушных петли для подъема, 1 столбик, второй столбик, и после второго провязываем убавление, то есть 2 столбика с одной общей вершиной. И снова так чередуем: 1 столбик, 2, вот мы их провязали, и теперь с одной общей вершиной. И так вяжем до конца ряда. В шестом ряду тоже делаем для подъема 3 воздушных петли, и теперь в каждый столбик мы будем провязывать с общей вершиной: 1 столбик и второй, и провязали с общей вершины. И так будем вязать до конца этого ряда: 1, 2 и с общей вершиной. И так довязываем до конца ряда. И теперь будем вязать последний, 7-й ряд. Тоже будем провязывать 3 воздушных петли для подъема. И так как в предыдущем ряду мы вязали по 2 столбика с одной общей вершиной, вот 1 столбик, 1, 2 и с общей вершиной. И так довязываем до конца этого ряда.
самостоятельно. И вот когда мы уже довязали последний 7-й ряд, все-таки у нас осталась вот маленькая дырочка. Но сейчас мы ее спрячем. Взяли иголку, отрезали нить и теперь под каждый столбик захватываем за одну полупетельку и продеваем иголкой. И так за каждую из петелечек. И когда дошли вот до того места, с которого мы начинали, теперь затягиваем и выводим иголку с ниткой наизнанку. И вот такая у нас шапочка получается. Здесь эту ниточку можно еще припрятать в вязании. И потом ее отрезаем. Спрятали и отрезали. Теперь одеваем шапочку на голову. Так. И вот шапочка готова. Вот хорошо она села на голову нашего пупса. И теперь сверху по желанию можно сделать вот бубончик. Так будет более интересно и красивее смотреться. Вот я сделала бубончик на шапке. И так очень красиво все получилось. И в следующем видео мы будем вязать с вами уже ручки, ножки и туловище к нашей игрушке. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!